полностью атомизированный мир, в котором не работают никакие общественные и межгосударственные договоренности. Создает вот такой вот экран практически вокруг всей Земли. Вырабатывать сернистый газ в определенных точках, каждый год запускать ракеты, чтобы они его распространяли. Это, кажется, те ракеты, за которые все бы проголосовали, наконец. Мы перестали сами, соответственно, себя резать, и те травмы, те раны, которые были нанесены, они начали затягиваться. Получается, что счастье было ярким, но недолгим. Принято считать, что климат – это проблемы первого мира. У вас были какие-то сомнения в необходимости собственной специальности в последний год, когда совершенно очевидно, что человечество только и делает, что стремится разрушить себя собственными руками, а уж никак не заботится о сохранении климата и планеты? Климат вот в его текущем состоянии и то, куда он движется, вот если просто все бросить и оставить как есть, он станет для многих стран, и, кстати, для стран, в том числе не первого мира, то есть для бедных стран, он станет таким же разрушающим фактором. Как война? Ну, почему бы и нет? Может, даже хуже, потому что войну можно остановить, а с климатом договориться нельзя. Я не люблю вот этих вот точка невозврата и так далее, но вот тех десятилетий, когда уже разрушающий эффект вот климатической системы на современную цивилизацию будет таким, что реально уже станет вопрос об устойчивости цивилизации, то это, по-моему, вообще очень и очень опасно. О войне с климатом и о войне климата против нас мы будем говорить. Нужно выбрать цвет. Зеленый. Потому что положительный климатический сценарий исторически всегда на графиках рисовались зеленым цветом. Влияет ли война на изменение климата? Военные действия, имею в виду боевые, да, выстрелы, пушки, снаряды. Напрямую, возможно, влияет больше на экологию, но в отдаленной перспективе любой военный конфликт, он, в принципе, для цивилизации и для страны вреден тем, что средства, которые тратятся на него, они не уделяются как раз вот на стратегии, которые могли бы вот эти климатические проблемы от нас отодвинуть. Поскольку они очень дорогостоящие, то есть тут нет такого, что, собственно говоря, на все хватит. Например, не хватает практически там у 95% стран просто денег для того, чтобы выполнять вот те соглашения, которые на себя были взяты. То есть придется для этого что-то делать, то есть как-то менять структуру производства или там какие-то новые регуляторные меры вводить, когда вы ведете какие-либо боевые действия, это, соответственно, лишняя трата средств. Сейчас уже вышел 6-й доклад Всемирной группы экспертов по изменению климата, и в нем сценарии, они уже не так четко привязаны, например, к политической и экономической ситуации в мире. В ранних докладах эти сценарии описывались, чтобы было больше понятно, в том числе и политикам, то есть и лицам, принимающим решения, что за ними стоит. И вот там самый такой неблагоприятный сценарий, он кодировался как А2, то есть это когда потепление к концу 21 века чуть ли не на 5 градусов. То есть это совершенно сумасшедшая цифра. Это полностью атомизированный мир, в котором не работают никакие общественные и межгосударственные договоренности, какие-то там общие ограничения, когда каждый дудит свою дудку, развивает то, что ему важно на территории своего государства, сжигает, сколько он хочет сжигать. Естественно, это вызывает, возможно, в том числе и военные конфликты. И вот такая вот структура общественной мировой организации, она для климата наиболее неблагоприятна. А вот когда удается всем вместе договориться и, слава богу, я надеюсь, когда-нибудь получится, всем вместе начать снижать, вот это, в принципе, дает какие-то шансы. Что надо снижать? Я никак не могу понять, что вообще надо делать. Трагедия заключается в том, что, например, как с экологией, вот это вот на личном уровне снижение не совсем работает. То есть, если мы перестали, допустим, покупать пластик или, соответственно, там разделяем мусор, да, то есть для экологии, то, в общем, это имеет определенный эффект. Основные выбросы парниковых газов, да, это углекислый газ, и те другие газы, их обычно пересчитывают на углекислый газ, чтобы было, в общем, более-менее понятно. Это выбросы не конкретного человека, а именно промышленности и производства. Повлиять, например, на те технологии, которые, допустим, в строительной отрасли или, соответственно, в транспорте, конкретный человек не может.
Поэтому вот свет выключать, конечно, здорово, и это правильно, но мы уже сейчас находимся на таком этапе беспокойства за климат, что по-хорошему тут нужны реально жесткие регуляторные меры на государственном уровне. Причем синхронно во многих государствах мира. Это получается, что нужно оплачивать вот эти вот новые технологии, которые дороги, которые еще не отработаны, но которые позволяют вот как раз свой углеродный след, его правильно так называют, вот его понизить. Ну, когда билеты покупали раньше, да, обращали внимание, что, например, особенно если на каком-нибудь зарубежном там сайте, можно было поставить, соответственно, доплатить за углеродный выброс или, соответственно, купить вот как есть. Ну а что, ты доплачиваешь за углеродный выброс, и что получается? Этими деньгами оплачивается в том числе переход на низкоуглеродные технологии. Которую еще бог знает, когда будет. Которые, возможно, уже есть, их надо оплатить. Так же, как переход, Мне например... всегда казалось, что это какая-то лотерея. Лотерея «перейдем», а может ничего не случится. А может, не перейдем, и вы заплатите, а мы там посмотрим, как пойдет. Дело в том, что уже более-менее понятно, что будет, если не перейдем. Повышение уровня моря, например, то же самое, которое будет происходить, оно, в принципе, отъедает от некоторых стран прям территорию. В основном тревогу-то сейчас в том числе стали бить те государства, которые расположены близко к уровню моря. У нас на 4 миллиметра в год повышается уровень океана в среднем. Из 90-х там, получается, на 9 сантиметров всего лишь поднялся. Но это уже достаточно, чтобы, во-первых, те волновые проблемы, которые раньше не возникали, они уже начали возникать, разрушать. Ну и просто, соответственно, разрушается прибрежная часть, допустим, в тихоокеанских отдельных государствах. Там уже реально тратятся государственные деньги на переселение части населения в соседние государства. Давайте мы все-таки разберемся с терминами, что такое климат, что такое экология и что такое погода. Мы открываем окошечко и видим, что сегодня прохладно. Это погода. Мы знаем, что зимой в наших широтах обычно выпадает снег. Это климат. Чарльз Волф говорил, что погода – это принятие решения надеть трусы или кальсоны, а климат – это соотношение количества трусов и кальсон в вашем шкафу бельевом. А экология? А вот экология – это все, что связано с живыми организмами. И правильным как раз является называть вот эту всю проблематику климат и экология. То есть, когда климат пытается в экологию, например, то есть вот туда внутрь запихнуть, это неправильно, потому что климату ему глубоко фиолетово, что происходит с живыми организмами. Это планетарные такие процессы. Экология человека – это человек с окружающим миром, экология среды – это живые организмы с миром, а климат, он от живого, он практически независим. Но он же не сам по себе, он от нас зависит. Сейчас да, но мы от него зависим гораздо больше. Он зависит от нас только одним образом. Вот сейчас нам удалось, в кавычках, да, нам удалось насытить атмосферу углекислым газом путем сжигания ископаемого топлива настолько, что это подавило все естественные как раз климатические циклы, и все ведет к современному потеплению. Тогда что такое естественный климатический цикл? Это когда у нас на геологических масштабах времен у нас ледниковые периоды с межледниковьями чередуются. Это происходит на масштабах десятков и сотен тысяч лет. А нам удалось за 150 лет нагнать углекислого газа в атмосферу настолько, что сейчас мы живем в самое теплое время за последние 2000 лет. Это даже теплее, чем когда в средние века в результате как раз этих климатических колебаний естественных в Англии выращивали виноград. Темпы современного изменения климата, темпы потепления, таких резких потеплений на градус за 100 лет считается, что их не происходило как минимум где-то несколько сотен тысяч лет. Мы сейчас живем в совершенно уникальное время, то есть когда скорость потепления быстрее всех аналогов за последние несколько сотен тысяч лет. И зимы не будет? Зима как раз будет. Зима будет, но и проблема в том, что это все достаточно плохо увязывается с нашей развитой цивилизацией. Чем развитее у нас цивилизация, тем мы оказываемся более восприимчивы к этим климатическим проблемам, которые возникают. Особенно когда учащение, например, количества тайфунов, то есть они начинают просто разрушать инфраструктуру прибрежных районов, например,
на востоке Азии. Если бы этого ничего не было, да, то есть не было бы судоходства, то есть был бы каменный век, и кто бы этого не почувствовал. Сейчас мы это чувствуем, это огромные потери. И еще один такой момент интересный, что мы знаем уже сейчас, что были цивилизации, которые разрушились из-за климатических изменений. Например? Аккадианская культура – это междуречье. 3000 лет или 2500 лет до нашей эры как раз там вопрос стоял не в тепло, а холодно, а влажно и сухо. Там череда вот этих вот засух многолетних, которые, естественно, влияли на экономику, то есть на качество жизни вот внутри аккадианской культуры, то есть они привели к тому, что она просто начала, естественно, становиться менее устойчивой, и в том числе еще и, естественно, там, я думаю, кочевники какие-нибудь там добавляли этому делу, и в итоге развалилась. То есть вот это четкий атрибутированный пример того, как климатические проблемы могут влиять на устойчивость отдельных культур. Паш, в процессе интервью мы перешли на «ты». Это первое достижение. Второе, мы оказались в кота-кафе. Потому что ты мне сказал, что больше всего на свете ты любишь кошек. Я реально люблю кошек. Почему? Потому что они классные. Потому что они классные, и они, в общем, такое идеальное сочетание, в общем, независимости и привязанности к человеку. Правда ли, что по кошкам можно что-то предсказывать? Ну, вообще они чувствуют изменение давления, а это влияет на их поведение в том числе. Те, кто пытаются предсказывать погоду по кошкам, конечно, скорее всего, в какой-то момент обычно фейлят, но в принципе им нравится сам процесс, что вот как бы у меня такая кошка, вот посмотрите, вот это вот, она предсказывает завтрашний дождь, то есть все это информационное поле доставляет просто много удовольствия. А кошки с нами, кстати, они пережили вот как раз все те крушения человеческих цивилизаций из-за климата. Это уже было тогда, когда кошки были с нами. То есть, когда мы их пытались приручить, чтобы они охраняли, образно говоря, амбары с зерном, то есть, вот кошка, ее основная задача – это как раз помогать сохранить вот то, что было собрано в рамках сельскохозяйственного производства, и поэтому вот это имело экономический такой эффект. И вот они с нами все это переживали. Я задумался сегодня с утра, например, над вопросом о том, а куда делись те кошки, вот когда цивилизация вот аккадианская распалась, да, кошки куда делись. И, по-видимому, они снова одичали, потому что вот в отличие от собак, кошки, которые были одомашнены, они все время жили рядом, в том числе с дикими кошками, с которыми они скрещивались. Поэтому кошки, в общем, они, с одной стороны, мы их приручили, а с другой стороны, в них очень много того дикого, что, в общем, всем нам и нравится. Конец весны и начало лета – самое время для того, чтобы обновить гардероб. Я уже рассказывала вам о клубе распродаж «Чики-Рики». Но хочу напомнить снова. Во-первых, потому что пользуюсь им сама, а во-вторых, потому что это действительно выгодно. С Чики-Рики я уверена, что куплю продукции брендов по лучшей цене. Не нарвусь на продавца, торгующего чем-то некачественным, и закрою все потребности по одежде, обуви и товарах для дома. Вы спросите, отчего же другие маркетплейсы так не умеют? Отвечаю, дело в том, что Чики-Рики напрямую работают со складами сотен брендов в тот момент, когда те запускают короткие распродажи для привлечения новых клиентов. Благодаря этому вещи здесь обходятся даже дешевле, чем в дни распродаж традиционной розницы и на сайтах этих производителей. Еще Чики-Рики – это не только выгодно, но и удобно. При пользовании сайтом или приложением алгоритм выстраивает для вас индивидуальную ленту, как в привычных соцсетях, где попадаются только те товары, которые могут вам понравиться. А функция дистанционной примерки помогает покупателям с любой фигурой подобрать идеальные для себя размеры и бренды. Чтобы получить доступ к разнообразию скидок, индивидуальной ленте и онлайн-примерке, достаточно просто зарегистрироваться на сайте или в приложении. Клуб Чики-Рики бесплатный и доступен для всех. А если вы оформите подписку всего за 249 рублей в месяц, то цены приятно удивят еще сильнее. Они будут ниже, чем персональные скидки на любых других площадках. И подписка окупится, даже если за месяц вы купите всего одну вещь. Переходим по ссылке в описании, регистрируемся и оформляем подписку на клуб распродаж Чики-Рики.
Небольшой исторический экскурс. Если я правильно понимаю, то первым человеком, который предположил, что на климат пагубно совершенно повлияла жизнедеятельность людей, был российский климатолог Михаил Будыга. Правильно? Да, даже, наверное, я думаю, будет правильнее сказать советский, потому что он родился в Советском Союзе. Он сделал прогноз климата, который с очень высокой точностью, даже прям какой-то пугающий, да, он оправдался вот к началу 21 века. И это в то время, когда было локальное, на самом деле, климатическое похолодание, то есть, такое незначащее вот в тех терминах, которые мы сейчас обсуждаем, да, там градус за 100 лет, и прогнозировали как раз похолодание, что делать, если начнет холодать. А Будыга, вот он как раз наоборот сказал, что не только климат, во-первых, будет теплеть, а во-вторых, он четко определил причину – это антропогенная деятельность. Будыга, просто чтобы понимать, это бриллиант какой-то, то есть наш, вот это там, когда еще, условно говоря, мощности современного там смартфона или калькулятора. То есть он с помощью них и с помощью грамотного физического подхода, во-первых, достаточно четко определил, насколько климат потеплеет, а во-вторых, определил из-за чего. То есть гений, что сказать. Но он не получил Нобелевскую премию. Не дожил, к сожалению. Мы говорим, да, о Нобелевской премии 2021 года за фундаментальную климатологию. Это как раз те люди, которые были... Мы посчитали, они моложе Будыка где-то лет, получается, на 10, на 15. Это Манабе, японец, и Хассельман, немец, то есть которые как раз после войны вот на только, собственно говоря, нарождающейся вот этом прогрессе вычислительной техники смогли уже тогда, значит, построить первые цифровые двойники вот земной системы, то есть это система Земля-атмосфера, то есть там биосфера, криосфера и так далее, такой цифровой двойник всего, что происходит. Они вот смогли на них и построить современную технологию прогноза погоды. Вот, например, если вы возьмете свой смартфон, да, вот его процессор, когда его оценивали, значит, производительность, его гоняли на стандартных задачах. Стандартная задача, скорее всего, была одна из задач прогноза погоды, потому что наиболее ресурсоемкая. И вот эти вот Манабе и Хассельман, они дожили до своей Нобелевской премии. Им 90 и 91 год было. А Будыка, он был старше их, получается, лет на 10, и он, вот ему, чтобы дожить, получается, он должен был получать свою Нобелевскую премию. 101 год. 101 год, да. Поэтому, вот как мы учим наших студентов, хотите быть великим ученым и получить Нобелевскую премию, надо жить долго. А чтобы жить долго, в каком климате человек должен жить? Есть какие-то на этот счет исследования? Да, он дольше всего живет в том климате, в котором он родился, во-первых. Это генетическая приспособленность, потому что наша сердечно-сосудистая система, например, если вот мы возьмем нашего человека и человека, который родился где-нибудь и несколько поколений до него родились в экваториальной Африке, она будет устроена по-другому, потому что нам надо не замерзнуть зимой, ему надо, наоборот, соответственно, не получить тепловой и солнечный удар не то что летом, а в течение всего года, потому что там зимы просто нету. Это, кстати, забавно, что те люди, которые, например, в какой-то момент своей жизни решают переместиться в более теплый климат, пожить в том климате без зимы, и вот перемещаются у него в возрасте после 40-50 лет, то есть они очень сильно рискуют, потому что у них сердечно-сосудистая система, она, во-первых, изношена, а во-вторых, она не приспособлена генетически к тому климату, в котором им предстоит жить. И получается, что счастье было ярким, но недолгим, потому что очень тяжело выносить вот жаркую погоду, когда на самом деле, во-первых, ты в ней с детства не растешь, а во-вторых, когда тебе уже солидное количество лет. На самом деле, вот если мы говорим про львиную долю, опять же, населения России, им, конечно, очень вредны летние вот эти вот волны жары. Мы это видим, к сожалению, по печальной статистике 2010 года в Москве. Это потери в Москве 11 тысяч дополнительной смертности только в столице. И там вот есть оценка, по-моему, 64 тысячи человек по всей европейской территории России. Европа потеряла вот схожее количество людей во время их вот великой волны жары 2003 года, когда там во Франции там температуры плюс 40, 11 раз там за лето в отдельных частях, соответственно, преодолевались вот эти отметки даже для Франции с их историческими зданиями, которые не кондиционированы, это было испытание. И
важный момент, что вот к этим жарким условиям, волнам жары, больше всего не приспособлены и больше всего подвержены дополнительной смертности. Это пожилое население, тут все понятно, изношенная сердечно-сосудистая система, инфаркт, инсульт, тепловой удар, и совсем маленькие детишки. Из-за не до конца оформленной этой термической функции термической регуляции. Поэтому это уже очень близко к тому, чем я занимаюсь, когда мы рекомендуем адаптации большим городам как раз к изменению климата, то есть к волнам жары, мы, во-первых, заботимся о своих родителях, и бабушках, дедушках. Мы заботимся в том числе о нас самих, потому что мы все равно когда-нибудь состаримся. И наша проблема тоже. И, естественно, о своих детях, потому что, они до определенного возраста очень плохо переносят эту внезапную жару. Когда вы шли на геофак, о чем вы вообще мечтали? На геофаке это такая, наверное, стандартная история. Всем нравилась идея, что они будут не только учиться в МГУ, они будут учиться на 20 этаже главного здания. Это самый высокий географический факультет в мире. А во-вторых, для многих людей, которые в школе не могли определиться до конца, географический факультет – это МГУ в миниатюре. Потому что, если подумать, там есть свои геоморфологи, это практически геологи, есть гидрометеорологи, там в сторону, соответственно, физики и математики, есть политологи, есть кафедра туризма, тут 10 лет назад у нас, по-моему, где-то появилась, то есть физическая география. На самом деле, пока не закрылись, мы очень за них переживаем. Мы тоже. Да, получается, что если не успел определиться в школе, то идешь на географический факультет, и там уже внутри хочешь ты быть гуманитарным географом, то есть это, соответственно, политология, это экономическая география. Хочешь быть, наоборот, таким физическим географом, там это рюкзаки, это, соответственно, экспедиции. Дальних дорог, да, то есть эти все замечательные, увидел белого медведя и отмечаешь потом как второй день рождения. То есть, вы видели? Я видел с борта ледокола, это безопасно. Так вообще он очень опасный. Да? Для него все еда, поскольку еды мало, он большой, постоянно нехватка пищи, то есть все, что он видит, он, в общем, воспринимает как еду, и если в каких-то безлюдных районах ты увидел белого медведя, то он уже давно тебя увидел, и, в общем, все твои шансы, они уже от тебя не зависят, потому что если ему очень хочется есть, то он, в общем, уже давно к тебе шел. Если, соответственно, он в таком более-менее сытом настроении, то вроде как можно и уйти. Убивать белых медведей запрещено по всей Арктике. То есть, если белый медведь, например, на норвежской части Шпицбергена забредает в город, то его раньше отгоняли вертолетом, то есть, собственно, вертолет над ним кружил, и мишка убегал. Особенно, если это медведица с двумя медвежатами. А если это такой медведь с агрессивным намерением, то его обездвиживали и на вертолете вывозили куда-нибудь подальше от города. И есть много фотографий, где в вертолете на главном месте сидит пилот, а рядом сидит, соответственно, спящий белый медведь. Да, именно такой . Но шли вы на геофак не за встречей с белым медведем? Да трудно сказать. То есть я как-то подспудно думал о том, что белые медведи – это тоже классно. Но тогда мы в конце 90-х все, конечно, хотели быть такими астроноведами, политическими географами. И вы выбрали климат? Я выбрал климат, да. И, кстати, в каком году это было? И не пожалел. То есть это было в 98 году, да. В тот момент ни про какое потепление еще никто не говорил. Говорили, но было очень много этих спекуляций. То, что там потепление – это проплачено, то, что потепления нет, проплачено другими. Тогда еще, да, то есть тогда еще нам аккуратно говорили, что смотрите, есть два таких взгляда. Скорее всего, конечно, да, скорее всего, антропогенное потепление. Но пока таких доказательств нет. А то, что оно существует, это такой медицинский факт. В общем, вам что нужно? Вам нужно собрать данные всех измерений температуры. Это происходит на метеорологических станциях, то есть их около 40 тысяч по всему миру. Просто взять их, как температуру по больнице, и осреднить. И когда мы каждый год это делаем, мы видим, что температура-то растет. А почему, на что это будет влиять, на эти вопросы ответов еще конкретных тогда, конечно, не было. А сейчас есть? Сейчас во многом уже есть как минимум понятные масштабы проблемы.
В общем, понятно, что надо делать, но не до конца, например, известно как. Но это уже технологический вопрос, это уже вопрос не к климатологам. Можно ли сказать, что климат и метеорология – это те отрасли, которые, что бы ни случилось, останутся вне политики? Вот с климатом, значит, и с теми вопросами, которые будут касаться, например, вопросов перехода на низкоуглеродные технологии, они уже давно не остаются вне политики. Климатическая часть, она абсолютно аполитична, но вот все остальное, да, то есть оно, естественно, зависит и от политического выбора, и от экономического курса. То есть это очень плохо для науки. Но, в общем, жизнь, она сложная, никуда от нее не деться. Вообще считается, что гидрометеорологическая отрасль, ее основная задача – это как раз предупреждать риски. Не допускать огромных экономических и человеческих потерь, когда, вот, например, наступают какие-нибудь опасные погодные и климатические явления. И вот тут-то самая-то и фишка заключается в том, что для России самым большим вызовом будут увеличение вот как раз экстремальных погодных явлений. Чем климат теплее, тем они происходят чаще. Это торнадо, сильные ливни, сильные снегопады. Это Ледяной дождь. Да, ледяной дождь, пожалуйста, да. Практически, смотрите, практически каждую зиму мы этот ледяной дождь, в общем, наблюдаем. А вот те ледяные дожди, которые случались, например, вот после долгого перерыва в начале десятых, по-моему... В 2011 году был первый 11-12, да. В Подмосковье там, по-моему, 2 недели сидели отдельные населенные пункты без электричества, потому что просто все попадало. Чем мы это раньше предугадываем и, соответственно, предупреждаем, то есть, например, отменяем рейсы, отселяем людей из опасной зоны, тем меньше мы теряем вот таких вот непосредственно средств и человеческих жизней. Но теперь это все будет все чаще и чаще. Например, за последние 20 лет, с, по-моему, 95 по 2015, количество таких опасных погодных явлений в России в 2 раза возросло. А в мире? 2 раза. По-разному. По миру, во-первых, считать тяжело, потому что одни и те же, допустим, ну вот если торнадо берем, да, то они вот в России тоже начинают учащаться, хотя мы их никогда раньше... да, это американская была. Да, это чисто американская история. И, кстати, вопрос, почему американцев очень рано на метеослужбу начали тратить совершенно сумасшедшие деньги, когда вот это еще не было мейнстримом, а просто потому, что вот американский континент, он вот получился по геологическим и природным причинам. Там сталкиваются воздушные массы с Гренландии и с Мексиканского залива. Одна очень холодная, одна очень теплая. И вот в волее торнадо это все как раз и закручивается. У нас в России такого нету. Поэтому, если мы уж коснулись этого вопроса, то, например, самым большим вот за последние 30 лет для Соединенных вот как раз Штатов, где и торнадо, и наводнения, там основная проблема – это жара. Это жара, это волны жары, вот это Москва 2010 год, кто помнит. То есть вот именно жара вот в Соединенных Штатах, которые, казалось бы, подвержены другим, это самое опасное и самое вот, бьющее и по карману, и, соответственно, по населению погодные явления, которые, вот, естественно, никуда не денется с потеплением климата. Чем теплее климат, тем, соответственно, чаще волны жары. Землетрясения входят в когорту грядущих катаклизмов? Нет, потому что они климатически практически не атрибутированы, то есть не связаны с прогнозированием и землетрясением, и вулканической деятельности. У нас все не так хорошо и не так это просто, не так понятно, как с погодой и с климатом. Ну и с вулканами та же самая история. Единственное, что последние десятилетия, то есть вот количество, вот, например, вулканизма, оно так потихонечку как бы вот затухает. То есть, потому что вулканы, кстати, влияют на климат. Очень сильные извержения, они играют роль мини-ядерной зимы. И такое было как раз в 1815 году, когда одно из самых крупных извержений за последние 2000 лет, вот это и вулкан Тамбора, то есть это Индонезия, он настолько много закинул сернистого газа и пепла в стратосферу, это высота около 20 километров. И вот за 2 недели этот пепел провернулся вокруг всей Земли и создал вот такую вот как бы мини-ядерную зиму, которая вызвала в Европе самый настоящий голод в результате сельскохозяйственных неурожаев в последующие 2 года. Для Европы это вообще было тяжелое время, то есть там как раз наполеоновские войны недавно закончились, а тут еще вот такое, получается, климатическое бедствие. Помимо, конечно, совершенно жутких последствий для населения, это имело еще и политические последствия. Новая волна эмиграции в Штаты,
Вот одна из. И были и культурные последствия. Мы вот благодаря этому придумала своего Франкенштейна. Их там с друзьями в Альпах, в горах, значит, их завалило снегом. Вариант один, то есть выживать там и ждать, пока снизу прокопаются. Они там 2 недели придумывали каждый свою историю. Франкенштейна придумали, у них еще еда заканчивалась. И только, по-моему, вино оставалось в итоге. Ну, в общем, по Франкенштейну мы видим, что это помогло. Ты говорила об извержении вулкана 1815 года в Индонезии. Ты сравнил это с мини-ядерным взрывом. Сейчас, когда все говорят о возможности так или иначе применения ядерного оружия, мы не говорим сейчас о гуманитарных. Какие климатические последствия это принесет? Есть, собственно говоря, только одно, что можно вот такое вот сказать в кавычках, да, с положительной точки зрения, это с потеплением климата, конечно же, разберемся. Но вот это вот как сильное, да, похолодание, которое возникнет вот из-за запыления и задымления атмосферы, то, в общем-то, это, скорее всего, цивилизацию накроет с головой. А вот пошагово, что значит похолодание? Сперва, соответственно. Да. Ну, сперва мы понимаем, да, то есть, значит, это в моделях 1980-х годов это серия, соответственно, ядерных атак, соответственно, с одной и с другой стороны, которые выводят из строя наиболее важные какие-то объекты. Этих объектов, кстати, очень много. То есть эти объекты, в принципе, могут исчисляться в том числе и сотнями. Если это начинает происходить, то процесс запыления как раз атмосферы дымом и вот этой поднимающейся пылью, этой гарью пожаров, которые возникают, он в том числе из-за того, что возникают вот эти вот так называемые пирокумулятивные облака, поднимается очень высоко, то есть вот туда, вот в стратосферу, куда, кстати, вулкан закинул в 1715 году огромное количество вулканической пыли и вулканического пепла. Это все начинает экранировать солнечный свет, потому что достаточно быстро распределяется по всей земной поверхности, то есть это не работает не только там, где были взрывы. Это вот создает вот такой вот экран практически вокруг всей Земли. И солнечные лучи становятся все менее и менее способными через него проходить. Это, в общем, скатывание к чрезвычайно холодной Земле. То есть холодной насколько? Минус 50 или минус 100? Ну, минус 100 вряд ли, конечно, но вот я думаю, что это десятки градусов. Вся современная цивилизация, она этого не выдержит совершенно точно. То есть история про то, что люди, которые окажутся на момент гипотетической всей этой истории в Коста-Рике и выживут, это история из разряда фантастики. Гипотетическая Коста-Рика, то есть все, кто, в общем, выживут, то есть они будут жить, наверное, в совершенно другом мире. То есть это мы все достижения. Привет. Пришел. Я первый кот, который к нам пришел. Или это кошечка. Вот. Весь тот мир, который мы знали, он, к сожалению, будет практически погребен вот под последствиями такого вот обмена ядерными ударами. Поэтому сейчас даже думать, например, о том, что будет с теми, кто выживет и сколько они проживут, ну, наверное, будет зависеть от конкретных ситуаций, от конкретных, я думаю, да, действительно, в экваториальных и в тропических областях шансов будет побольше. В полярных, естественно, будет поменьше, но мы говорим сейчас о даже не мире из «Безумного Макса», да, то есть мы говорим, соответственно, о холодной, недружелюбной земле, которая еще, соответственно, переживет огромное количество разрушений, и в том числе мы же прекрасно понимаем, что вот любой ядерный конфликт – это еще и последствия, соответственно, для тех людей, которые пережили по результатам облучения. То есть, ну, поскольку медицина, видимо, тоже такой постядерном мире не будет, то, в общем-то, и шансы на выживание, они очень сильно понизятся. Локальное применение ядерного оружия, такое, как было, например, в Хиросиме и Нагасаки, несет за собой какие-то изменения климатические? Оно несет, но, я бы сказал, еще очень хорошо известные, в том числе и последствия для здоровья людей, которые в этой зоне наблюдались еще в течение нескольких лет.
И есть отдельные работы, которые говорят, что во время французских испытаний на вот этих вот атоллах ядерных открытых там тоже, соответственно, эти последствия ощущались. То есть это чрезвычайно вот в нашем перенаселенном мире вот это очень сильно будет бить в том числе по здоровью. Правда ли, что у географов есть такое поверье, что в Новый год вы бегаете все с чемоданом вокруг дома для того, чтобы в следующем наступившем году было много путешествий? Это не только у географов, это еще и биологи так делают. Вот все полевые. Я этому научился от друзей моей сестры, которые полевые биологи. Столько ездят, наверное, работает. Сперва пандемия, потом война, и вы оказываетесь вообще вне контекста науки. Некоторые, да. То есть, как на конференции, теперь там половина не смогла оплатить, половину не пустили. То есть, там обмен вот какими-то личными контактами, он сильно замедлился. В этом плане мы переживаем за студентов, потому что, когда они вот с молодых ногтей попадают вот в эту всю атмосферу, то им как-то и хочется дальше все это делать, хочется преодолевать вот эти все сложности, там, научные границы грызть, там, особенно в такой физике тяжело. Поэтому, когда они видят, что много людей в мире вот этим занимаются, что действительно их там какой-нибудь западный профессор о чем-то спрашивает, это же просто вообще восторг. Вот. И получается, что у нас вот уже, наверное, выросло такое вот поколение бакалаврское, то есть 4 года, которое вообще не выезжало. А зачем вообще географу ездить? В современном мире вроде все уже открыто. Во-первых, есть общественные географы. Они по-любому должны изучать все в таком общественном поле. У нас факультет, например, воспитывает страноведов. То есть там специалисты по определенной стране. Они должны в этой стране пожить, с людьми пообщаться. Они должны на своей шкуре ощутить, то есть как оно все работает. Их основная работа, она по опросам. То есть они грамотно проводят опросы, то есть и понимают, в общем, что в стране происходит на уровне как социологии, так и экономической географии. И им это нужно как воздух. Тем, кто изучает, например, индийский муссон, им надо туда действительно часто ездить. Тем, кто изучает вот Арктику, как я, то тем приходится, соответственно, морозиться каждую зиму там, или лето, потому что это уникальный набор научных данных, которые никто, кроме тебя, из-за тебя не получит. То есть нам кажется сейчас, что все открыто, все видно со спутника. Это не так. Это не так, и спутники иногда вот они переоценены, к сожалению, потому что, в принципе, переход на изучение географии со спутников, он оправдывается только в отдельных областях, где нужно сравнивать между собой, например, большие площади. Вот поэтому, по-хорошему, практически вот в современной физической и экономической географии не ездить нельзя. И как вы справляетесь внутренне? С трудом. Воспоминания, фотографии. Можно кого-то попросить там что-нибудь померить. Но это тоже, в общем, такие достаточно таблетки плацебо. То есть они помогают, но для того, чтобы поддерживать, например, что на уровне изучения, допустим, определенных научных направлений, то там без этого, в принципе, никак. Тем, у кого научный интерес, например, был, как сейчас принято говорить, в недружественных странах, я думаю, что им очень тяжело. А Арктика – это чья юрисдикция? Там очень, так скажем, интересно. Есть восточная, есть западная Арктика. Восточная типа наша, западная типа не наша. И границы Арктики, они очень размыты. Если речь идет вот о континентальной такой вот мерзлотной вот Восточной Арктике, это, в общем, наверное, наша история. То есть, если нужна какая-то такая вот Арктика канадская, то, наверное, вообще очень тяжело. Подожди, а вот Восточная, наша Арктика и не наша Арктика, она по качеству разная? Она достаточно разная, она разная и по температуре, и, главное, она очень разная по обитаемости. Те урбанисты, которые изучают, например, поселение вот за полярным кругом, для них наша Арктика – это просто поле вот для исследований, потому что только нам удалось создать вот поселение за полярным кругом, масштаба Норильска, 100 тысяч человек, которые живут, в общем, на вечной мерзлоте в условиях практически уже арктического типа климата с долгой полярной зимой, куда, в общем, еще нельзя доехать сухопутным образом. Только на самолете. Норильск, вот это Арктика, это я думаю, что Арктика бриллиант. Это там, где вот только лед вокруг Северного полюса. Нет, у нас Арктика, она достаточно большая, она определяется по природным условиям в том числе. То есть, естественно, Арктика, которая вот Северный Ледовитый океан, Северный полюс, там льды, белые медведи. А есть континентальная Арктика, вот в которой
много тоже чего интересного происходит, а главное, происходит того, чего нельзя, в общем, познать в другой Арктике, просто потому что нету таких холодов, например. Вот нельзя изучать, например, как устроены социальные взаимодействия, но вот в таком вот, собственно говоря, городе, в котором не вахтовый поселок на 100 тысяч, а в котором люди живут, рождаются уже, соответственно, несколькими поколениями. То есть, как у них формируется ментальность, как они относятся к своей этой тяжелой родине, как они относятся к лету, например. То есть, вот летом обязательно детей надо вывести на море. Это просто must-have. То есть, таких вот совсем, там, где полярная ночь есть, оттуда вот там мы видим эти фотографии советских времен, где детишек облучают, они там стоят в этих огромных очках и в плавках вокруг вот этой ультрафиолетовой лампы. То есть, это вот для того, чтобы у них недостаток витамина D вот не возникал в условиях полярной ночи, а летом всех на море. И вот в каком еще городе вы это найдете? У нас вот в большом. А вот в таких больших городах, вот там просто реально город, он пустел. И теперь, наверное, кстати, пустеет. То, что Советский Союз заселил Арктику, насколько это пагубно повлияло на климат и вообще на тамошние места? Пробовал с урбанистами про это говорить. У них очень разные отношения к этому. От, соответственно, значит, это, в общем, огромные достижения Советского Союза, и вот мы, значит, должны это любой ценой сохранить, до, соответственно, надо оттуда уходить. Это невозможно, во всем мире так не делают, и тратить на это ресурсы контрпродуктивно. Мне, на самом деле, конечно, больше близка первая. То есть так получилось, кстати, что те, кто проектировал города в 30-х, 40-х, вот, они, может, сами они что-то предполагали, но вот в текущих условиях они оказались экологически. Мы не берем, на самом деле, пример Норильского комбината, ну, потому что это отдельная совершенно тема, но с точки зрения именно городской среды, городские среды во многих из вот этих спланированных советских городов оказались экологически, с точки зрения качества воздуха, безопаснее, чем их аналоги в Западной Арктике, чем, например, на Аляске. Вот если мы возьмем город, ну вот есть такой город Апатиты на Кольском полуострове, там люди на лыжах любят кататься, в Кировске там рядом. Курорт, Хибины, все такое. Он вот как раз 50 тысяч, и когда вот мы как раз говорили про город с 50 тысячным населением, его расположили на холме. Потому что, значит, считали, холодный воздух зимой, зимы холодные, опускается вниз, и посчитали, что если его расположить повыше, то, как минимум, меньше тратить на отопление. Понятно, что топить надо, топить придется много, но решили поднять и таким образом сэкономить. А вот, например, там есть такой особый метод исследования, называется Twin Cities, когда берут, собственно говоря, города, которые типа как похожи, находятся в одинаковых природных условиях, там один там в Советском Союзе, второй там в Соединенных Штатах или там в Норвегии, разные, соответственно, вот именно такие социоэкономические условия в них создавались. Вот аналогом, допустим, Twin Cities может являться там Фэрбэнкс в Аляске. Это такой город, собственно говоря, он научный центр. Он расположен как раз в русле реки, то есть он расположен в низине. Так получается, что наш организм при низких температурах наиболее уязвим к качеству воздуха. То есть если у вас есть город с грязным воздухом один и город с таким же грязным воздухом второй, то люди будут здоровее в том, который расположен южнее. Потому что при низких температурах, значит, наша дыхательная, соответственно, система, она очень плохо справляется с плохим качеством воздуха. Там, в принципе, и Апатиты не очень чистый город, и Фэрбэнкс, потому что все только на автомобилях. Мы прекрасно знаем, что вот это как раз американский средний автомобиль, он достаточно много выхлопа выдает. А холодно, естественно, поэтому никаких электромобилей, бензиновые, соответственно, дизельные двигатели. И вот те смоги, которые в холодную погоду наблюдаются там, это прям называется icy fog, они очень сильно бьют по здоровью местного населения. То есть, и вот мы помним Дональда Трампа, да, который не верил в изменение климата, но он в том числе выделял достаточно большие деньги на борьбу с этим. Там даже, по-моему, в университете Фэрбэнкса есть специальный небольшой институт как раз по влиянию холодных условий и на качество жизни. То есть это не просто так там получилось. Вот там реально это огромная проблема. А у нас вот в городе, который расположен на холме, то, что расположить могли, кстати, и в низине, он вот от этого более-менее свободен. То есть там, собственно говоря, таких вот условий не создается. И вот остается только догадываться, да, те, кто вот это вот планировал, у них случайно так получилось?
Или они вообще даже что-то такое вот там предполагали? Реально интересно. С точки зрения климата, правомерно ли поставить вопрос таким образом, что через 50 лет значительно важнее будет чья Арктика, чем чей там тот или другой кусок суши? Потому что вопрос о глобальном потеплении и вопрос о выживаемости в человеческих рамках станет прям ребром. Он станет ребром, в том числе еще и потому, что по разным оценкам в Юго-Восточной Азии, там уже ближе к миллиарду населения, у них возникнут проблемы на традиционных местах обитания, у нас появятся климатические беженцы. Они будут вот из тех регионов, в которых жить уже, может быть, либо нельзя, либо очень дорого, либо дорого, но, допустим, правительство не предоставляет вот этих вот возможностей там оставаться, они куда-то будут перебираться. Ну и так, если говорить про, условно говоря, страны глобального юга, то они, наверное, конечно, все будут пробовать перебираться в более северные страны. Ну и вот в Арктику, возможно, кто знает, потому что Арктика будет испытывать огромные проблемы, в том числе многолетняя мерзлота, она начнет таять и начнут разрушаться как транспортные артерии, будут разрушаться и как минимум становиться менее надежными многие постройки по каким-то таким вот оценкам. Около 40% зданий, которые построены, допустим, вот в Норильском промышленном районе, они испытали проблемы. Потому что, да, вот вы берете сваю и забиваете ее в вечную мерзлоту, и на ней строите дом. Там все так делается. Но при минус 30 этот лед может держать гораздо большую нагрузку, ведь это многолетняя мерзлота, нежели при минус 20. И вот это вот потепление, которое происходит, вроде бы лед и лед, но держать уже может гораздо меньше, и начинаются перекосы, трещины в домах. Раньше у них зимой было стабильно минус 30, а теперь у них зимой как будто бы минус 20. Арктика – это вот регион, который подвержен потеплению в самой большой мере. Вот просто, чтобы запомнить, это можно так вот. 1 градус во всем мире за последние, значит, в 2 раза активнее потепление идет в России, то есть и в 2 раза активнее, чем в России, потепление идет в арктической зоне. Арктика, она тем и интересна, что мы в ней можем видеть в увеличенном виде все те процессы и проблемы, которые к нам приходят в связи с потеплением, которые мы увидим вот в средней полосе. Мы изучаем, например, острова тепла. Это когда город делает такую вот тепловую шапку, и в нем теплее, нежели в окружающей среде. Ну, мы можем как это увидеть очень просто. Вот лето. Значит, Москва, задержались на работе, выходим в 10 вечера, и мы до любого метро или там до какого-нибудь другого места мы можем дойти, вот, скорее всего, не надевая верхнюю одежду. Попробуйте сделать это в дальнем Подмосковье. Ну, подмерзнете все-таки, даже как бы в июне. И вот это вот явление, за счет того, что оно сосредоточено в арктических городах, оно показывает, какие виды растений, например, которые уже появляются в городах, потом будут появляться во всей Арктике, поскольку в городах теплее, чем в этой теплеющей Арктике. Что будет происходить со всей огромной вот этой нашей ресурсообеспеченной Арктикой? А, в общем-то, Арктика для Российской Федерации – это основной источник экспортных углеводородов, основные газовые месторождения, то есть которые это арктическая зона. Что вот даже сейчас только на объектах, если я не ошибаюсь, «Газпрома» в год происходит около 1000 обрывов из-за проседания многолетней мерзлоты. Это 3 обрыва в день. То есть вот это трубопроводов, которые надо чинить, которые, соответственно, надо быстренько каким-то образом приводить в чувство. И вот в будущем, когда мерзлота будет проседать больше, естественно, количество обрывов станет больше. История о том, что люди должны высаживать все новые и новые деревья в Амазонии, и тогда экологическая ситуация на Земле станет лучше, и тогда это повлияет на климат, насколько она правдоподобна и не является пиар-ходом? Она правдоподобна, потому что, как минимум, восстанавливать деревья в Амазонии очень сильно надо. А почему в Амазонии, а не в Сибири? А потому что эти разные деревья, они, образно говоря, по-разному влияют на климат. То есть у них по-разному происходит в том числе процесс фотосинтеза, они по-разному усваивают углекислый газ. И вот
самые эффективные в этом плане – это вот как раз те легкие нашей планеты. Мы вспоминаем Арнольда Ньюмана, который впервые ввел это понятие. Это, конечно же, леса Амазонии. То есть они наиболее эффективны в климатическом плане. Например, лиственничные леса на севере Якутии, при всей моей к ним любви, они, в общем-то, в плане эффективности очень сильно уступают. Вот как минимум несколько раз. То есть сажать нужно именно в Амазонии. Я вообще-то пошутила изначально. Нет, на самом деле нужно вот четко определить, что делаем, а затем не пытаться, соответственно, заменить это чем-то более удобным и дешевым. То есть потому что, с одной стороны, кажется, что какая разница, где 100 деревьев? Эти деревья, кто их считает, что в Амазонии. В Амазонии, кстати, уже считают, там большие потери. Вот, в том числе определенный вклад в изменение климата, в том числе вносит изменение категории землепользования. Это когда вы вместо лесов просто распахиваете и сажаете то, что вам удобно. То есть, кстати, сельское хозяйство, оно одновременно и климатозависимая отрасль, да, то есть климат меняется, некоторым становится, наоборот, очень сухо, некоторым, наоборот, соответственно, становится, наоборот, очень жарко культурам. А с другой стороны, вот это вот, поскольку, весь земной шар этим живет, то, с другой стороны, это имеет и обратное влияние на климат. То есть, если, допустим, правильно организовывать категорию землепользования, сажать, например, правильные культуры, в том числе, например, простой пример правильного цвета. Мы знаем все, что белое отражает лучше, например, чем черное. Да? Если у нас одна и та же культура, но у одной листья темнее, а другой светлее, такие, соответственно, сорта, то если мы сажаем более светлую, мы, естественно, тоже этим боремся с климатическими изменениями, потому что холоднее становится, нагревается хуже. Это вот уже такой геоинжиниринг наивный, да, сельского хозяйства. Но он работает. Это работает надежнее, чем, например, эти геоинжиниринговые проекты, совершенно такие фантасмагорические по, например, борьбе с изменением климата, запусканием ракет с сернистым газом. Сернистый газ, СО2, это единственный газ, который работает в другую сторону. То есть там метан, CH4, углекислый газ, озон, они все работают в сторону как раз парниковую. То есть они усиливают парниковый эффект. А есть газ, который, наоборот, уменьшает. И если допустим, создать такую мировую отрасль, кстати, опять же, для этого нужно будет всем миром договориться, потому что это большие достаточно, вырабатывать сернистый газ в определенных точках, каждый год запускать ракеты, чтобы они на определенной высоте его распространяли, то этим, в принципе, если бы это продолжать бесконечно, то это позволило бы, кстати, забороть глобальное потепление. Мне кажется, те ракеты, за которые все бы проголосовали, наконец. Да на самом деле вопрос, потому что есть два таких в этом плане таких красных креста, которые делают это очень сомнительным. Первый. Дело в том, что сернистый газ – это серная кислота при доокислении. Увеличение количества кислотных дождей. Большая проблема. Так. И вторая, если начали это делать, то есть отдельные климатологи сравнивали это с иглой наркомана. Останавливаться нельзя. То есть, если 30 лет, закидываем, все идет нормально, а потом вдруг что-то произошло, все такие, что-то, не можем, денег больше нету. Или, наоборот, разучились договариваться. То есть, он исчезло, и некому, в общем, и государство напрячь. Если прекратили, то за какие-то 5 лет климат подскакивает на ту величину, которую снижали. То есть, условно говоря, оттягивали тетиву лука. И если держите, то все нормально. А если отпустили, все, и уже темпы будут даже несравнимы со современными. Если ты говоришь, что амазонские леса – это легкие планеты, то можно по этой аналогии сказать, где у нее мозг, где у нее желудок, где у нее ноги, кишечник и так далее? А кто его знает, с другой стороны. В принципе, мозг, он может быть в разных местах. Легкие, собственно говоря, с ними тоже, кстати, это же не только Амазония, это еще и другие тропические регионы, в которых тоже есть леса, но мы просто очень любим рассказывать всем про леса Амазонии, потому что это достаточно понятно человеку. Как раз такая в человеческом плане
аналогия. А вот, допустим, где ноги, наверное, там в Кении, в Эфиопии они хорошо бегают. Вот, поэтому, наверное, может быть, ноги там. То есть, но мне кажется, что вот мозг как раз, он, наверное, распределен. И это очень здорово, потому что это получается, что у нас нету каких-то вот таких вот территорий на земном шаре, как географы. Вот это мне тоже больше всего нравится, что в которые бы принимали решения за всех остальных, а потом за них бы не отвечали. То есть у нас мозг такой распределенный, и вот как раз Организация Объединенных Наций, она вот и преследовала какие-то такие задачи, чтобы вот все как-то имели право подать свой голос. И вот тут мы, кстати, плавно переходим к этим решениям, да, которые для климатической устойчивости, вот, соответственно, защиты, кстати, озонового слоя, у нас уже есть очень положительный и эффективный пример, когда Монреальский протокол позволил действительно бороться с уничтожением озонового слоя, фреонов, хлорфторокарбонов и прочих. Их теперь нет, да? Заметила? И вот в начале как раз 2023 года были уже получены достаточно надежные доказательства тому, что это сработало. Уже пошло восстановление озонового слоя, в том числе повышение количества содержания озона, в том числе над вот в этих уязвимых полярных областях. Более чем 30-летний эксперимент, который, в общем, вовлек в себя и экономические последствия, то есть многим фирмам, конечно же, не хотелось снижать производство, соответственно, уже налаженных фреоновых вот этих вот баллончиков, значит, фреоновых кондиционеров и холодильников, то есть с содержаниями такими, которые, естественно, сейчас немыслимы. Это было огромное, в том числе лобби промышленное, которое пыталось этому противостоять. Это сломали, и мы видим, что это сработало. Поэтому, когда мы говорим, что да, мы никогда не договоримся о том, чтобы снижать выбросы, вот вам, пожалуйста, у нас уже есть достаточно надежный пример того, как всем миром нам удалось это забороть. Какая моя, как жителя Земли, выгода в том, что озоновый слой восстанавливается? Выгода очень простая. То есть, например, полетев не на выходные, конечно, а, например, на какой-нибудь трекинг в Новую Зеландию, в Австралию, или для населения, которое там проживает, гораздо меньше опасность получить эритему, онкологические заболевания кожного покрова, глаз и так далее. Потому что вот как раз в южном полушарии и вот именно вот в этом вот кластере Австралия, Новая Зеландия, огромное количество случаев рака кожи и рака глаза. И это именно из-за того, что вот озоновая дыра над Антарктидой, она затягивается на обитаемые территории. То есть мы все позаботились о южном полушарии, получается? И в том числе и о себе, потому что озоновая дыра возникает и над Арктикой. То есть просто над Антарктидой она гораздо более обширная и лучше изучена. Но в отдельные годы, в начале весны, озоновая дыра появляется и над арктическим регионом. Наверняка есть и другие последствия, но как минимум, то есть это десятки миллионов человек. Это много. Если ты говоришь о том, что вот были предприняты меры, эти меры подействовали, и озоновые дыры постепенно затягиваются. Значит ли это, что вообще планета имеет какое-то свойство к регенерации? И если мы там и там перестанем вредить себе, то каким-то образом это все восстановится? Это не совсем регенерация. Мы перестали сами, соответственно, себя резать, как минимум. То есть и те травмы, те раны, которые были нанесены, они начали затягиваться. Это регенерация, но регенерация, соответственно, не вот таким вот естественным путем. То есть мы можем творить все, что хотим, а оно вот до определенного периода будет затягиваться. То есть так тоже будет, но вот в случае с озоновой дырой, то есть этот механизм как раз разрушения озона именно вот хлорсодержащими вот этими соединениями, достаточно причудливыми, они были раньше только в вулканических выбросах, вот пока мы не начали, соответственно, их нагнетать в атмосферу. Вот это четкий антропогенный эффект, то есть который мы, соответственно, привнесли в земную климатическую систему. Мы поняли, слава богу, достаточно быстро опасность, которая от него исходит, и начали это дело исправлять. Вот эти вот самые фреоны, фреон-содержащие технологии, они были настолько плотно встроены в экономику, да, что любой, вот, собственно говоря, антистатиком, соответственно, пользуясь, там, дезодорантом, он вносил свой вклад вот в это фреоновое безобразие. И это удалось забороть.
Если мы сейчас заборем поднимающую температуру, технологии, производство и так далее, когда мы увидим эффект? Эффект увидят уже главным образом наши дети. Мы видим по озону. Это разные механизмы, это разные физические процессы, но вот там тоже вот этот вот эффект, он, соответственно, занял парочку десятилетий. Адаптацией мы спасаем, значит, текущую обстановку, себя, соответственно, своих детей, пока они вот еще совсем маленькие, снижением углеродного следа и переходом на низкоуглеродные технологии мы заботимся о будущем, которое будет через несколько десятков лет. Это правда, что в каком-то центре климата и погоды существует биологическая модель земного шара, на которой не существует людей? Это практически каждый климатический центр, в том числе и несколько российских. Это же виртуальная реальность. Да, это ну и же, как там? Это же... Без нас-то? Без нас-то, я думаю, что если там нас никогда не было, то они как раз показывают, что и климат, кстати, не теплеет. Это, кстати, одно из доказательств четких физико-математических того, что современное потепление атрибутировано с человеческой деятельностью. Вот вообще, вот все как есть, только без людей, ну или без промышленности. Стартуют, соответственно, где-то там далеко в средних веках или даже несколько тысячелетий назад и смотрят, как развивается вот температура. Там все эти природные циклы действительно очень неплохо видны. Это назывался мир маргариток. То есть там были маргаритки разного цвета, по-моему, красные и белые, и были, соответственно, диапазоны температур, в которых эти, значит, виды расширяются и с собой всю планету заселяют. И там как раз вот за счет того, что там похолодало, одним маргариткам стало холодно, их заместили другие, но и за счет вот как бы того, что у них был иной отражательный эффект, то есть вот альбедо, климат, собственно говоря, дополнительно, соответственно, еще похолодал. Это такой вот увлекательный совершенно образ деятельности. То есть, когда появились первые модели, то стали вот как раз моделировать там мир маргариток, то есть мир без людей, там миры без чего-нибудь еще, там, что могло бы обойтись. Когда это все дело вот стало уже доступным небольшим центром, по сравнительно недавнее время, лет 10 назад, начали моделировать климаты «Игры престолов», климаты Средиземья по Толкиену. Получать очень интересные результаты с той точки зрения того, что получалось, что вот, например, зоны там комфорта и дискомфорта в вымышленном городе, они, в принципе, в общем, похожи, и их взаимодействие, оно, в принципе, похоже на совершенно реальные города. Вот там, например, один из эффектов, там, как распределение населения различного по платежеспособности и комфортных областей вот в каком-то городе, вот для города Вены, столицы Австрии, он так и называется эффект Королевской гавани, потому что этот эффект был впервые открыт, вот, когда просто ради прикола моделировали климат Королевской гавани из «Игры престолов». Круто, правда? Да что же вы за ученые-то такие? Дети. Да. Это абсолютно известное всем место из Ветхого Завета, когда Иосиф толкует сны фараону про толстых коров, худых коров, эти снопы сена и так далее. Значит, каким-то образом, видимо, волны голода, холода и жары предсказывались. Ну или, по крайней мере, знали об их приближении. Что вы, климатологи, ученые, можете уже предсказать, зная, что волны жары, волны холода, волны неурожая так или иначе случаются с определенной периодичностью? Ну, тут нужно сказать, что это все было в климатических условиях, в которых они были привязаны, в том числе, например, к каким-то гидрологическим процессам. Ну, собственно говоря, там, по полноводью того же самого Нила, в принципе, я думаю, что многое можно было или в Междуречье, то есть по количеству дождей, можно было вот прикидывать какие-то такие простые. На 7 лет вперед? Это, кстати, несколько лет. Это самый сложный период для прогнозирования. Достаточно уверенно предсказывается погода на срок до 14 дней. Достаточно уверенно предсказывается, например, ближайший, важный с точки зрения всяких агроресурсов и урожайности период. Это, кстати, делали достаточно надежно даже в Советском Союзе.
потому что был запрос, было очень важно знать, соответственно, вот какие у нас будут агроусловия в этом году, как там перезимовали там озимые, стоит ли высаживать что-нибудь достаточно такое нежное, успеет ли в нашей зоне рискованного земледелия это все созреть. И вот достаточно неплохо, мы уже это понимаем, по прогнозам не Будыка, а по прогнозам, допустим, 80-х или 90-х, достаточно неплохо все-таки предсказывается в целом климат на несколько десятилетий. А вот внутри как раз каждого десятилетия, вот если мы хотим, допустим, предсказать на 2027 год, на 2028, то вот это, например, самая сложная такая ситуация. Это, кстати, такой челлендж для современной науки — научиться вот предсказывать на 2 года вперед, на 3 года вперед. Так мы знаем идеально, что у нас происходит сегодня, и мы, значит, прослеживаем изменения, которые произойдут к завтрашнему, послезавтрашнему дню. Потом это все после 14-го дня, условно говоря, перемешивается, и проследить связь, как правильно говорят, с начальными условиями уже невозможно. Затем система восстанавливается, выходит на вот такой вот достаточно стабильный уровень, и мы видим, на самом деле, через, допустим, 15-20 лет, как он отличается от текущего. Туда вот работает. А вот несколько лет там вступают такие малопонятные процессы, как, например, влияние мирового океана, который способен в себе тепло запасать, или наоборот, соответственно, это тепло плохо отдавать. Вот эти процессы, которые, например, имеют квази-двухлетний цикл. Например, это процесс Эль-Ниньо, который происходит в тропической зоне, занимает там треть земной поверхности, и который знали долгое время все перуанские рыбаки, потому что теплая вода способствовала уменьшению уловов. Анчоус не любит жить в теплой воде, ему там мало кислорода. Все местные рыбаки, соответственно, оставались без своей традиционной работы. Они знали это столетиями, поэтому они и назвали, соответственно, явление Эль-Ниньо, это младенец Христос, потому что оно приходило обычно под Рождество. Это вот 2-летний процесс, который охватывает вот треть, соответственно, этой зоны циркуляции Земли, и он вот стал буквально более-менее предсказуем только последние несколько лет. То есть вот это вот на самом кончике пера. Поэтому вот если хотим подловить климатологов, говорим им, вот типа, через 5 лет, вот точно вот нам скажите, что Давай будет. забьемся, что будет. Да? Да, вот на самом деле. Если, соответственно, наоборот, хотим показать товар лицом, то, конечно, это, соответственно, вот срочные прогнозы и климатический прогноз там на 20 лет. А мне понравилось, мы сейчас были в командировке на севере, и ты мне писал, что сейчас вы подождите, задержитесь на секундочку, и сейчас у вас будет северное сияние. То есть ты знал заранее, что там будет северное сияние? Северное сияние, оно, кстати, очень неплохо прогнозируется, потому что это геомагнитная обстановка. А помимо чудесного, какое есть объяснение появления северного сияния? Те или иные порции солнечного ветра, которые доходят до, соответственно, магнитного поля Земли, возмущают его, и именно в полярных областях они, соответственно, способствуют ионизации, значит, атомов достаточно, кстати, высоко, это порядка 80-90 километров, и вот возникают такие совершенно замечательные. Есть в мире лабораторий, в которых северное сияние воссоздается на модельке вот такого вот земного шарика, то есть во Франции, в Гренобле, планетерелла они его называют. Вот, это прям такой геофизический тренажер, который показывает именно вот в каких областях оно возникает. И вот, кстати, то сияние, которое вы могли бы увидеть на севере, оно, я вот, по-моему, вчера, что ли, увидел, оно очень неплохо было видно, кстати, в Южной полярной области, то есть на Южном Новозеландском острове, там прям такие краски. Раздел «Сплетни». Грета Тунберг. Насколько эта фигура действительно важная в мире климатологов? Или все-таки это скорее поп-персонаж, скандальная девушка с особенностями? Ну, какого-то климатологического знания она, конечно, не рождает. Но до определенного момента, и это проверялось, то есть все, что она говорила, это имело свою научную основу. Она очень внимательно, я так понимаю, что вот ее
в том числе психика, она очень хорошо позволяет, соответственно, работать с источниками. То есть она идеально запоминает, и, в общем, у нее это складывается в очень такую грамотную картину. Она говорила, в принципе, то, что абсолютно совпадало вот с выводами как раз этой международной группы экспертов по изменению климата. А это, в общем, они выпускают вот каждые 7 лет вот этот вот многотомный доклад, в котором выверено буквально каждое слово. То, что Грета говорила до определенного момента, совершенно точно было абсолютно научно грамотно. Но, с другой стороны, я знаю людей, которых, в общем-то, раздражало то, что это, собственно говоря, шведская школьница, которая не ходила в школу, а не, соответственно, там, допустим, Нобелевский лауреат или там заслуженный профессор, который действительно... Но это вот наш неидеальный мир, в котором привлечь, видимо, внимание к проблеме можно было таким образом. Может, можно было другим. Альберт Гор, который не стал президентом Америки, хотя сопротивление глобальному потеплению было частью его предвыборной программы, он получил Нобелевскую премию мира. Насколько он помог этому Вместе делу? с ним получила Нобелевскую премию 1800 лучших мировых специалистов, которые, значит, имеют в том числе и вот этот вот сертификат о том, что они нобелевские лауреаты, который, безусловно, помог. И вот этот вот фильм как раз Альберта Гора, он очень понятный, и он, в общем-то, показывает, что происходит. То есть Он это... правдоподобный. Да. Ну, он же базировался как раз на выводах вот этих вот людей. А я бы сравнил с тем, когда нам, значит, спрашивают школьники, например, там, или там, студенты первого курса, что посмотреть на тему изменения климата. И мы им говорим, посмотрите, например, фильм «Послезавтра». Потому что в нем много всякой фигни. Но, извините, это блокбастер. Но изначальная идея в нем климатическая, она верная. Мы среди всех вот фильмов про изменение климата, мы рекомендуем смотреть его. Особенно тот момент, где рассказывается про вот распространение Гольфстрима. Да. А чтобы понимать, это ситуация, которая уже происходила в мировой истории. И фантазии о том, что это в принципе может происходить и в будущем, они, в общем, подкреплены научно. Другой вопрос, что есть естественное противодействие, да? То есть, собственно говоря, это все пиар, почему я должен это слушать? Вот если выйти на нашу российскую улицу и спросить про Грету Тунберг, кто-то скажет, что типа она классная, но наверняка будут ответы про то, что это же пиар, но гораздо лучше, чем те люди, чем плоскоземельщики, которые, собственно говоря, собирают деньги на то, чтобы изучать идею плоской Земли, чем климатические скептики, которые говорят, да это все полная ерунда, и их голос подхватывается, потому что он идет вразрез общей линии. С этой точки зрения вот эти вот личности типа Греты Тунберг, они, в общем, гораздо полезнее, чем вот эти вот фрики, которые наносят откровенное зло. Почему опасно не обращать внимания на все вот это вот, то, что происходит? Потому что у нас уже сейчас есть даже на территории России катастрофы природные, которые четко атрибутированы с климатическими изменениями. Это, например, трагедия города Крымск. Это тот случай, когда в климате, условно говоря, 50-х годов такого не смогло бы произойти никогда, потому что Черное море не нагревалось до нужной температуры, чтобы создать вот этот вот совершенно огромный конвективный облачный фронт, который вылил, соответственно, 270 миллиметров там, за двое суток осадков на вот этот вот небольшой город, расположенный еще и на склоне. Чтобы понимать, это 27 ведер воды на каждый квадратный метр поверхности. Вот. И вот таких вот явлений в климате середины 20 века происходить не могло. Поэтому, если мы знаем, что это возможно, то мы должны разрабатывать механизмы адаптации наших населенных территорий вот к подобным условиям. Мы просто людей спасем. А не обидно вам, что ваша наука все время как этот нелюбимый ребенок, все время не до вас? Ох, какой болезненный вопрос. С другой стороны, когда я вот думаю, а какая другая, да, там вот, собственно говоря, сейчас смотрю, как эти создаются банки там геномов, вспоминаю, что с генетикой было там в середине 20 века, и думаю, в общем, как бы ей тоже бедняжке досталось, может быть, как бы завидовать не стоит. Ну и другой момент, что мы относимся к этому, конечно, очень взвешенно, потому что, иначе невозможно делать какие-то такие объективные выводы, если постоянно эмоционально увлекаться.
Но, с другой стороны, вот простой пример. Мы делали демонстрационный такой источник, из которого можно было для крупных городов России, вот для лета, он у нас так и назывался «Жара», там, «Жара 2020-2021», вот, мы показывали, собственно говоря, вот людям, которые живут в конкретном городе, в среднем для человека, в среднем, то есть не делили ни женщины, ни мужчины, ни дети там, по возрасту, показывали, вот, в какие часы вот, в каждый предстоящий день им там более безопасно для того, чтобы погулять, или наоборот, опасно, и на улицу лучше не выходить. То есть вот как бы сил потратили много, в общем, средства массовой информации подхватывали, никто из лиц, принимающих решения там, или с профильных ведомств, в общем, как-то особо не заинтересовался. Ну, естественно, деньги закончились, нам тоже надоело, потому что сил отнимает много, но вот я когда об этом вспоминаю, мне кажется, что если мы даже одного человека таким образом спасли от теплового удара, то уже, в общем, это было не зря. И это помогает. Скажи, пожалуйста, ты хотя бы раз в жизни пожалел о том, что ты климатолог? Либо жалел об этом очень часто, либо не жалел никогда. Но вот такого вот, собственно говоря, момента, когда я вот, собственно говоря, кинул бы тарелку и сказал бы, ну вот, доколе. Нет, такого не было. Ты просто никогда же не увидишь результаты того, чем ты занимаешься. Да я и погоду предсказывал, и в том числе, соответственно, выпускались самолеты. То есть такая была очень ответственная история. То есть это как раз тогда, когда в сложных ситуациях, там еще когда ты совсем еще, значит, зеленый. Ты в каком аэропорту работал? В главном авиамедцентре во Внуково. То есть он на все московские аэропорты тогда, соответственно, делал прогнозы. Они там на местах еще, соответственно, немного уточнялись. Но вот там, конечно, было достаточно нервно, особенно когда ты начинаешь. Но у меня были хорошие учителя перед глазами. Потом я работал, кстати, на метеорологических каналах. Потом мы работали в том числе с главными синоптиками частных аэропортов. И с нами работали те люди, которые отвечали за погоду в коммерческих аэропортах, а вот у них это было прямо челлендж. То есть там надо закрывать аэропорт, над ними стоит, условно говоря, директор аэропорта, соответственно, все представители там авиакомпаний. Час простое – это миллионы рублей как минимум. Им всем говорят, давайте, может быть, откроем? Они говорят, нельзя, самолеты, соответственно, не сядут или, наоборот, не взлетят. Но они все равно, может быть, потому что главный синоптик аэропорта – единственный человек, который может закрыть аэропорт на несколько часов. Да, спасти людей и, соответственно, вызвать огромные убытки. А что в этот момент происходит? Потому что вот ты сидишь в аэропорту, светит яркое солнце, маленькие какие-то облака. В общем, все выглядит очень пасторально. И тут тебе говорят, что твой рейс откладывается там на 100 часов по погодным условиям. Потому что туда, куда ты летишь, невозможно сесть тому борту, тому самолету, на котором вы полетите. И кроме этого, есть еще всегда запасной аэропорт, как все говорят, запасной аэродром, который у каждого рейса есть. То есть вот для Москвы, например, это, как ни странно, долгое время были Санкт-Петербург и Нижний Новгород. То есть, прилетая в Москву, можно было, соответственно, прилететь в Нижний Новгород или в Санкт-Петербург, и потом как-то оттуда еще, добираться до Москвы. И вот тот аэропорт, который выбран запасным, на нем тоже будет все плохо. То есть просто, соответственно, вылетать некуда. Поэтому ждут, соответственно, либо когда понятно, что там проходит атмосферный фронт, ждут, пока он пройдет, это несколько часов, либо, соответственно, могут заменить борт, например, на более погодоустойчивый, но это такая вот очень редкая ситуация. Как правило, дешевле, надежнее и безопаснее просто подождать, пока погода наладится. Турбулентность – это та часть полета, которую можно предсказать или нет? Ее стараются облетать. Скорее всего, когда сидит метеоролог, приходит штурман, и как раньше было, теперь это делается более автоматически, то есть нет такого уже индивидуального, может быть, подхода, но раньше по, соответственно, разным картам намечали наиболее эффективный маршрут перелета из точки А в пункт Б, то есть, соответственно, где нету всяких этих опасностей, кучи дождевой облачности, гроз, в том числе зон турбулентности таких сильных, и как это будет эффективнее с точки зрения сэкономить топливо. То есть, допустим, если поймать в том числе попутные, достаточно сильные, соответственно, воздушные потоки, то можно, соответственно, долететь более экономически выгодно. Та турбулентность, соответственно, от которой мы пристегиваемся в аэропорту, мне кажется, это надо снять. Ну да. Смотри-ка, это искусственный интеллект.
Почему он искусственный? Ну, не искусственный, а как в лучшем виде естественный, который обучился, потому что кот видел, как мы это делаем. Да ну, кот просто играет с этой штучкой. Когда я впервые увидел, что кот пытается открыть шпингалет на окне, потому что он видел, что мы его открываем, вот, собственно говоря, хаотичными вот этими движениями лапой, вот, в общем, я тогда к котам стал относиться немножко тоже по-другому. Так когда, собственно говоря, надо на нее надавить, чтобы она открылась туда, то это просто, собственно говоря, разбег и удар головой. Так турбулентность-то можно предсказать? Ту, которая, вот, собственно говоря, опасная, предсказывается очень хорошо. То есть, а вот та, которая может возникать и неизбежно возникает при взлете-посадке, например, или вот есть такое явление, такое называется турбулентность ясного неба. То есть, вот, которая не всегда хорошо видна, но мы ее чувствуем, соответственно, когда у нас прекращают обслуживание на борту, вот, или, значит, говорят, срочно пристегнуться. Вот она, в принципе, не очень опасная. Гораздо опаснее, когда, вот, например, самолет при посадке попадает в сдвиг ветра. Это, например, в нашей стране ситуация, вот, самый такой у нас плохой аэропорт по погодным условиям, это широко известный Норильск, в котором можно вылета ждать несколько дней или неделю. Это когда из-за бокового ветра самолет просто не может сесть, соответственно, на взлетно-посадочную полосу. И тут ничего не сделаешь. То есть просто ветер его оттуда сдувает. Ждут, пока он стихнет. В чем ты видишь смысл своей работы? Смысл своей работы я вижу как раз в том, чтобы на мировом уровне, и мы, кстати, несем это как знамя, вот мы на мировом уровне растим, соответственно, вот молодых климатологов и метеорологов, которые потом могут, вот, слава богу, пока еще могут, то есть найти свое место в лучших погодных центрах земного шара. Хорошо, а глобально в чем смысл? Глобально смысл, во-первых, чтобы самолеты не падали. То есть, мне кажется, там вот каждый, кто на самолетах летал, то есть он, в общем, в некотором смысле ощутил на себе положительный этап, положительный результат работы метеоролога. То есть его самолет полетел куда надо и, соответственно, приземлился вовремя. И, конечно же, вот это вот, собственно говоря, постоянное давление сейчас, и я это по-другому назвать не могу, и нагнетание для того, чтобы не допустить вот этого естественно научного вот этого вот краха, который может возникнуть при полном игнорировании вот этих вот предостережений. Ну, мы с ними уже сталкиваемся. И если не давить на лиц, принимающих решения, чтобы они адаптировали нашу среду, то есть показываем, вот смотрите, видите, вот на самом деле, видите, 2010 год, вот, собственно говоря, что было бы, если бы на самом деле Москва была адаптирована, то есть смотрите, видите, мы можем и деньги экономить, и, соответственно, людей спасать. Ну, давайте это делать. И поскольку я вообще свой город очень люблю, то есть мне кажется, что он достоин вот именно таких вот вполне продвинутых технологий, которые позволяли бы в нем жить дольше, здоровее и комфортнее. Хорошо, а почему в том городе, который ты так сильно любишь, каждую зиму снег не белый, а коричневый? Так и есть, на самом деле. Нам в климатическом плане не очень повезло с той точки зрения, что мы единственный мегаполис с таким долгим периодом залегания снежного покрова. В больших мегаполисах, которые есть на земном шаре, с аналогичным трафиком, в них, я думаю, в 95% зимы снежной в принципе нету. То есть вот Москва и Санкт-Петербург, ну, надо же каким-то образом, соответственно, организовывать, в том числе движение транспорта, то есть вот с тем трафиком, который у нас, да, то есть хочешь не хочешь, нужно бороться с последствиями, значит, вот выпадения снега. Это, естественно, значит, гололедица, гололеды, то есть вот снежный накат на дорогах, вот это вот все, ну, надо, значит, это растапливать, соответственно, там солью, реагентами, песочком. Почему снег, кстати, собственно говоря, грязный-то? Ну и если говорить, что снег на самом деле вот намек на то, что снег загрязняется смогом, да, то есть да. Мы, в принципе, этого глазами, наверное, увидеть не можем, то есть, но есть, к сожалению, города, в которых все с этим хуже. То есть мы вообще даже не впереди планеты всей, то есть, и вот за это я бы не переживал, то есть он бы, значит, кстати, снег, это забавная такая история, то есть он является очень надежным элементом очищения атмосферы. Где-то в конце 90-х
у кого-то вот приписывают, в том числе бывшему мэру Юрию Михайловичу Лужкову, то есть, возможно, это городская легенда, возникла мысль о том, что ну что мы снег убираем вот каждый год, но тратим на это огромное количество денег, средств. Мы же вот, в общем, обладаем вот этими технологиями, которые позволяют сцеживать осадки. Да, там перед 9 мая, когда сперва йодистое серебро, потом просто цемент и, кстати, углекислота, то, что позволяет, значит, сцедить осадки при приближении к Москве и вызвать, соответственно, ясное небо над городом. Это, кстати, наша отечественная разработка. Мы ее активно в 90-е начали внедрять, и пара стран, по-моему, где-то вот как раз в сухих регионах, они дошли до международного суда, потому что одна практически вызвала засуху в другой. То есть потому что всю воду немногочисленную сцедила у себя. Вот такие технологии есть, и можно было бы их использовать, допустим, зимой каждый день. Давайте снег к Москве не подпускать. И экономисты быстро посчитали, что действительно это выгоднее. То есть использовать активное воздействие на облака дешевле, чем убирать снег. Но быстро спохватились и поняли, что там то ли через неделю, то ли через полторы вот этого, собственно говоря, значит, зимних условий, ясного неба, соответственно, без абсолютного снега, при сохраняющемся трафике воздух становится абсолютно непригодным для существования города. То есть снег зимой в Москве – это то, что нас спасает от неблагоприятных условий качества воздуха. Снежинка, она маленькая, она кружится достаточно долго, и она за этот момент успевает на себя собрать гораздо больше, чем капелька дождя, которая вот выпадает достаточно быстро. Если бы вы были советником главы какого-нибудь прекрасного государства, который бы вас слушал, какие бы основные советы вы давали в области климатической политики? Ну, это бы, кстати, зависело от того, главе какого государства я бы давал советы, потому что для каждого государства пути адаптации, они абсолютно свои. Хорошо, если в России дело дойдет до климата, давайте так. Во-первых, не было бы выбора, какая рука своя рука вам нравится больше. То есть правая или левая, что вам больше нравится? Значит, снижать выбросы или работать над адаптацией к уже существующим последствиям. Потому что когда мы говорим о снижении выбросов, это заботы о, скорее всего, поколении наших детей. Потому что климатическая система, она обладает некоторой инерцией. И если мы вот по щелчку сейчас вот просто, вот, значит, есть у нас рекомендации, просто вот убрали все эти углеродонедружественные технологии и вот, соответственно, зажили дальше. Эффект мы почувствуем только через 20-30 лет, потому что уже очень много углекислого газа, то есть уйдет время. Но, с другой стороны, тогда, соответственно, именно изменение глобальной температуры пойдет вниз. Но чтобы нам сейчас до этого дожить, нам надо адаптировать и тратить деньги на адаптацию наших городов, опять же. Вот Ну, как их адаптировать? Очень просто. Это замена материалов, например. Замена, самый простой способ – это вот эти вот белые крыши. Это такой наивный, но есть и более продвинутые. Зеленые крыши, например. То есть там, где в тех климатических областях, в которых это реально работает. Вы знаете, сколько в Москве есть зеленых крыш? Чтобы она вот прям каждый год возобновлялась, чтобы там газончик, вот, чтобы... Потому что он лучше испаряет и, соответственно, лучше отражает, чем вот этот наш черный рубероид там, или кровля, что там у нас есть. Одна. Сейчас скажите, что у вас дома. Да нет, ну что вы. Я до сих пор даже не знаю, где этот дом. Я так аккуратно знаю, что он где-то на Волгоградском проспекте. А некоторые появляются, демонстрационные проекты, но через несколько лет они как-то вот все деградируют. Вот. Одна. А вот для, допустим, городов, которые расположены в более южном климате, там, где действительно нет столько снега, не нужно заботиться, что о ней будет зимой. Это вот, собственно говоря, механизм адаптации, который реально работает. Не для всех. Важный момент. Не для всех. То есть, например, вот последние исследования показывают, что для Праги это скорее вот просто красивая трата денег. Например, на их исторических зданиях это не сработает. Но на других городах, например, Восточной Европы, это работает. Ну, ближе туда, к югу. Другой момент. Смена материалов. Смена материалов, то есть летом, например, можно идти по пути восточных городов, то есть если у вас жарко, если у вас, соответственно, остановка общественного транспорта,
кондиционеры в общественном транспорте и распыление водяного пара на остановках. То есть вот для тех, кто бывал, например, в Японии, в Южной Корее, те знают, как это. То есть там, в общем, стоит огромное количество народу, там вообще много народу. И вот в жаркий, соответственно, день все стоят со своими зонтиками, плюс еще распыляется вот эта вот влага, которая, испаряясь, естественно, позволяет охлаждать все поверхности, воздух, ну и, соответственно, человеческое тело. То есть таких технологий реально много. Их надо грамотно применять именно для конкретного места, так, чтобы они были целесообразны. Так что вот я бы на самом деле, во-первых, конечно бы советовал бы вот именно не отдавать предпочтение ни одной стороне, ни левой, ни правой. То есть вы одной рукой, соответственно, пробуете, насколько это возможно. Действительно, постепенно перевод экономики на низкоуглеродный, а с другой, что может для нашего поколения вообще гораздо более важно, адаптируем. Ну вот, собственно говоря, создаем систему, например, оповещений, чтобы вот такие вот события, как в Крымске, то есть они бы хотя бы не уносили жизни людей. Что самое красивое вы увидели по работе? Ох, хочется ответить, конечно, про северное сияние. Главное, что в разных частях Арктики северное сияние выглядит по-разному. То есть у них там, значит, в канадской Арктике они более желтоватые, а в нашей более зеленоватые. А почему? А просто, на самом деле, из-за того, что магнитный полюс ближе к ним. То есть они у них, просто говоря, сильнее. Он же, собственно говоря, не совпадает с Северным полюсом. Он как раз вот тихонечко, соответственно, мигрирует. И вот он, в принципе, был долгое время в районе как раз островов Канадского архипелага. У них они просто очень сильные, а у нас они послабее. То есть и за счет этого они другого цвета, но, конечно, не становятся менее красивыми. А во-вторых, это всегда такая лотерея. То есть там вот на чем... Те, кстати, туристические фирмы, которые, допустим, гоняют в Мурманск смотреть полярное сияние, то есть они всех предупреждают, что вот, несмотря на все, можете не увидеть. То есть либо будет сильное сияние, но нагонит облачность, либо, соответственно, вот не получится такого, вот, что вы ожидаете увидеть. Это всегда интрига, и поэтому это классно. Но это, да, это, наверное, вот северное сияние самое красивое. А самое вот впечатляющее, это, конечно, это... самка белого медведя на льду с 3 медвежатами. То есть вот говорят, что реально это большая редкость. Я вот видел всего лишь несколько раз в жизни. Вот один раз это была как раз самка с 3 детьми. Обычно вот больше 2 медвежат не бывают. Они либо не выживают, либо их кто-то съедает. То есть, а вот тот случай, когда вот ей удалось не просто выкормить, но и, соответственно, вот как-то сохранить до достаточно такого наевшегося уровня вот этих 3 медвежат, это вот прямо они там, как любые дети, они начинают там на льду играться, пока медведица пробует охотиться на тюленей. Это, конечно, вот... Фотка есть? Да есть, конечно. О, ну пришлите, пожалуйста, посмотрите. Я понимаю, что климатолога спрашивать о том, что будет через год, бессмысленно. Через 10 лет, если все будет так, как будет, что будет с нашим климатом? На самом деле есть просто отрезки, на которые принято ориентироваться. Для России, кстати, такой отрезок вот, это 40-50-е годы. То есть это середина 21 века. Конец давайте сейчас не обсуждать, потому что, а середину-то, в общем, мы надеемся все застать. Что будет? Вот если вообще ничего не будем делать, темпы с увеличения температуры, они увеличатся. Есть оценки, например, сколько мы потеряем от проблем с многолетней мерзлотой. То есть на всю Арктику. Там, по-моему, что-то там несколько десятков триллионов долларов, чтобы понимать. А вот к 2050 году в России, то есть там, по-моему, цифра 250-280, вот я так вспоминаю, 250-280 миллиардов долларов, вот как бы только с мерзлотными проблемами. Мерзлотные проблемы – это разваливающиеся дома, это проваливающиеся трубопроводы, что еще? Я думаю, что это прежде всего только инфраструктура. То есть это только разваливающиеся дома и только, допустим, разрушение дорог. А вот трубопроводы – это уже идет туда, собственно говоря, в совершенно другую историю. То есть, мне кажется, это уже как бы экономические потери. Вот, то есть это реально очень много. Ну и что еще? На юге европейской территории России, в наших традиционных сельскохозяйственных областях, будут постепенно подступать пустыни.
с юга, и будет увеличиваться количество засушливых дней. То есть, если вообще посмотреть на распределение, там, казалось бы, с температурой с ней все более-менее понятно, будет теплеть, но везде по-разному, да? А вот с осадками с ними очень интересно. На юго-западе России будет, наоборот, становиться суше, и это плохо. Это наш основной, кстати, вот этот вот сельскохозяйственный регион, да? А на северо-востоке, то есть вот туда вот к Сибири и к Чукотке, наоборот, количество будет увеличиваться. И это, в общем, и осадки в виде снега, естественно, то есть и это будет, может быть, немножечко улучшать какие-нибудь гидроресурсы, но вот сильно этого там, я думаю, мало кто почувствует. То есть, а вот именно увеличение засух на наших вот этих вот южных и юго-западных районах, это вот потребует постоянно, помните про голландцев, да, пересматривать вот эту вот структуру сельского хозяйства и агропроизводства. Скажу даже, наверное, так, это выбивает нас из нашего вот этого традиционного, такого расслабленного российского состояния. Наша ментальность, она очень плохо приспособлена ко всем этим климатическим изменениям, потому что мы привыкли к тому, что у нас холодный, да, действительно холодный, но безопасный климат. Он становится опаснее. А ментально-то мы еще застряли в том, что у нас как бы, ну что опасного может случиться, ну в самом деле. Милосердие или справедливость? Я думаю, что нам не хватает и того, и другого, потому что когда мы все упираемся в милосердие, то есть у нас возникает несправедливость, которая накручивает всю эту систему против, но вот я думаю, что как это адаптация или снижение углеродного следа, правая рука или левая, то есть вот это то, без чего нельзя, мне кажется, и дело в правильном балансе. Свобода или стабильность? Свобода, потому что грамотно применяемая свобода, она в итоге приводит и к стабильности тоже. Правда или безопасность? И правда, и безопасность. То есть не существует безопасности без правды. В чем глобальный смысл жизни? Глобальный смысл жизни, конечно же, в любви.